Доброго времени суток. Как и обещал, записываю ролик о том, как тестировать игры, созданные на Unity. Но это как бы первая часть такого, с двух частей состоит этот ролик. Э, на примере конкретной игры, то есть как бы learn by example, так сказать. Вот. И эта часть, это все-таки о том, как игра создавалась. Тут меньше тестирования, ну оно будет, но меньше, вот, чем в следующей части, но как бы без этого тоже будет тяжело рассказать следующее. То есть именно сам процесс тестирования, потому что будем ссылаться сюда тоже много. Вот. Ну, надеюсь, вам понравится. Значит, с чего хотел бы начать с того, с разницы между library and framework. То есть library это, как объяснял один из наших программистов, это как набор классов, в основном обычно набор классов, с какими-то методами, которые что-то делают. Да, то есть это как бы какая-то функциональность, которая сделана для вас, вместо вас. Да, то есть, но используется обычно как вызов какого-то класса, у него какой-то метод. То есть вы где-то там это делаете. Подключаете библиотеку и там в какой-то момент вместо того, чтобы писать свой метод, вызываете уже готов из библиотеки. Да? В то время как фреймворк это что-то такое более базовое, что ли, какая-то основа для чего-то. У нее есть своя логика, это уже как целое приложение, такая платформа. И вы либо встраиваетесь в нее, либо она встраивается в вас. То есть она как бы перемешивается. И потом вот в игре может быть части, ее части, ну, в игре, приложения, ну, в данном случае в игре, может быть части этого фреймворка также как бы такой впилены, скажем так. Ну вот, это такая вот, и Unity это engine, да, движок. Ну, как бы вот, если брать такие определения, library и framework, то Unity оно ближе к фреймворку. Да, то есть это такая вот основа, которая делает очень много для вас, так сказать. Вот, но это имеет свои, как бы, свою цену, назовем это так. Миссия Unity, когда вот он создавалась как компания, ну и самого, собственно говоря, движка, как его продолжение компании, в том, чтобы более сделать, разработку игр сделать более демократичной. То есть это более доступный, а это имеется в виду и простой, то есть любой, ну, практически любой человек мог разобраться и что-то сделать для других, скажем так, там, реализовать, сделать свою мечту своей, нет, игру своей мечты. Вот. Вот. Ну и там, естественно, по доступным ценам или вообще бесплатно, как это есть сейчас. Практически бесплатно. То есть мы имеем, что мы имеем? Мы имеем с одной стороны как бы фреймворк, который вмешивается, скажем так, вносит свои коррективы в процесс разработки, потому что он определенным образом создан и с ним нужно уметь обращаться, скажем так, или обращаться определенным образом. То есть вы должны как-то это учитывать, когда создаете свою игру, иначе как бы не получается. Вот. А с другой стороны, то, что разработка делалась, ну, как бы упор делается на инди разработчиков. Инди это independent, как бы сокращение такое в русскоязычной среде. Вообще, ну да, инди, но и не только русскоязычный. То есть команды, маленькие команды, там из 2-3 человек, один человек может делать. Ну, это, в принципе, это могут быть большие студии, там, сотни человек, например. Но и тоже считается, что это инди-разработка. То есть, в принципе, любой, скажем так, школьник может услышать что-то, посмотреть на YouTube и захотеть делать свою игру, и может, ну, у него вполне может получиться что-то. Не обязательно что-то серьезное, хотя, может, и такое бывает, всякое бывает. Просто что аудитория это не профессионалы-программисты. То есть есть и такие. Я не говорю, что это не так. Я имею в виду, что аудитория вот она такая разношерстная. И Unity позволяет такие, как бы вот, не будучи профессионалом в программировании, делать какие-то вещи. Все это, пример, например, то, что вот нам прислали, сказали, что есть баг, прислали проект, и там один класс, character controller, то есть это как бы класс, который управляет персонажем. Он состоял из 17 тысяч строк. Да? Давайте еще раз повторю. Да? Один класс, 17 тысяч строк, и это только character controller. То есть там все, там звуки, то есть аудио смешано с анимацией, ну, переключением анимации, там физика, обработка каких-то вещей, логика, UI какой-то, все, что можно было туда впихнуть, все было там.
понятно, что ну, разобраться, даже человек, который это писал, ну, это, наверное, не один человек писал, но все равно разобраться с этим довольно сложно, где там что происходит. Я уже не говорю о том, чтобы это тестировать. Протестировать и автоматически, имеется в виду, это ну, невозможно. Просто невозможно. Ну, также, допустим, я выходил там на форумы разные, тоже по вопросам можно судить, что аудитория не обязательно профессиональный девелопер. Да? То есть и тестировать автоматически достаточно тяжело. То есть даже для тех, кто вообще задумывается о том, что как бы это протестировать. Что большая часть просто не задумывается, как бы, ну, делаем и делаем. Но как это протестировать? Почему? Потому что, например, основной класс, от которого наследуются все скрипты в Unity, которые, ну, все, которые добавляются на GameObject, скажем так. Нам чуть-чуть знать Unity, чтобы понять, о чем это. Ну, то есть основной класс, MonoBehavior, ему нельзя создавать через new. То есть если вы сделали, там, допустим, класс наследник, который делает какую-то функциональность, отнаследовать от MonoBehavior, то вы не можете сделать ему new и создать как бы инстанс этого класса, да, и потом как-то ее протестировать, потому что поведение непредсказуемое. Это написано в документации, то есть так делать не стоит. Если вы пытаетесь это сделать, появляется warning в эдиторе, в консоль падает и так далее. Ну, то есть это очень плохо, скажем так. Что будет дальше, никто не знает, поэтому лучше так не делать. Ну, вот. И долгое время ну, как бы, не существовало решения. То есть какие-то, возможно, самописные в фирмах где-то были. Но это надо как бы, укладывать усилия только для того, чтобы сделать какой-то фреймворк, который позволит тестировать твои игры вот автоматически каким-то образом. То есть я уверен, что немногие на это пошли, если кто-то был. Вот, но потом Unity выпустили свой как бы такой небольшой library, назовем это так, небольшой такой маленький tool, который позволяет, и называется он Unity Unit Test Runner, не Unity Test Tools, нет, извините, Unity Test Tools называется. Наш App Store это package, вы его скачиваете, и у вас появляется возможность запускать. Это, по сути, это раннер для NUnit внутри эдитора. Вот так вот, для юнит-тестов. И также там есть часть для integration тестов, уже связанную именно конкретно в Unity. То есть, если юнит-тест, этот раннер для юнит-тестов, он позволяет ну, запускать просто юнит-тест, скажем так, pure C-Sharp, да, то есть на чистом C-Sharp вы себе можете, ну, вы можете, естественно, подключить там Unity Engine DLL и использовать там GameObject, какие-то классные Vector 3, такие основные. Это, понятно, никто не запрещает, но вот для юнит-тестов вот такая штука. Я в основном использую только без Unity Engine DLL, то есть стараюсь сделать чистые классы и их тестировать. Вторую часть, которая integration, я не, ну, как бы не пробовал. Я, вернее, ее пробовал, но я ее не использовал в этой игре, просто потому что как бы не нужно было. И в принципе это все приводит к тому, что в большинстве случаев игры на Unity не тестируются, имеется в виду автоматически. Ну и как бы мое сердце тестировщика обливается кровью в таком случае, как это так? Ну, вот. Ну как workaround, то есть тестировать как-то надо. В основном вот тут инди-разработчики, да, вот ребята, когда заканчивают игру, они ее либо отыгрывают сами по себе много часов там, на разных устройствах, да, там, либо издатель помогает, либо делают какую-то бету, выпускают люди ссылают им дефекты. Ну, то есть играют, баги фиксят, пока какое-то состояние, когда можно сказать, ну, вот, наверное, можно, пора. Да, то есть вот такие вот моменты, то, что можно было бы сэкономить много времени, если бы можно было бы сделать как-то автоматически. Вот. Как изменить такую ситуацию? Ну, лично я основывался на идеях Uncle Bob. То есть, во всяком случае, эти идеи слышал я от него, поэтому и называю их идеями Uncle Bob. Вот. Поставил себе цели. Первая цель. Создать игру, которая как бы независимо от engine. То есть, чтобы engine не влиял на нее, да? Использовать engine в терминах Uncle Bob как delivery mechanism. То есть только то, что как бы предоставляет юзеру возможность взаимодействовать. Вот как бы, ну, типа UI, еще что-нибудь, что-то такое, рендерить там все. Но именно самой логики там нет. То есть как это можно как бы, ну, на пальцах что ли объяснить. То есть я могу взять вот эту свою игру, как бы все эти классы, так сказать, и сказать, не, я не хочу использовать Unity, ну, не самая умная идея, скажем так, не самая лучшая идея, которая приходила мне в голову, ну, допустим, если такое случилось, не дай бог, я говорю, окей, я хочу взять вот это и перейти, скажем, там, ну, Unreal Engine, например, да, ну,
Не самый лучший пример просто потому, что Unreal Engine на C++ пишется, а Unity на C# в основном. Ну, допустим, какой-то там engine, который тоже на C#, и вот я прихожу туда, и мне, ну, в общем-то, без разницы. Могу там, могу здесь, как бы, вот такой момент. Вот такая цель стояла, сделать такую игру, да, таким образом написать. Дальше второе, это как бы разделить main, то, что называется main и application, тоже в терминах Uncle. По сути, это как бы оно, в данном случае оно связано с первым. То есть эта application часть, то есть сама игра, сама логика игры, она не зависит никак от мейна, нет никаких зависимостей, поэтому ты можешь легко взять и пойти в другому движку. Вот. И третья идея была, как бы цель такая, создать так, чтобы UI был полностью пассивный. Ну, то есть он не содержит логики. Мы это все посмотрим. Но сначала посмотрим то, что получилось. То есть у нас вот есть такие 3 кнопочки. Ну, вот. Шопчик. Тут потому что через Remote я смотрю этот TeamViewer, поэтому оно немножко пригормажено. Ну, то есть ты ну, то есть это все закрыто, это не доделано, это просто для демонстрации было сделано. Да, вообще сама игра была сделана не с целью монетизировать как-то или еще что-то такого типа, просто для чисто образовательных целей, ну и чтобы как портфолио, то есть ты можешь, вот, наконец-то я там закончил одну игру, что такое. То есть она, кстати, выложена на Open Beta на Android, то есть она под Android вообще сделана, под 1280 на 720 без возможности, как там она нету адаптивного UI, не было целью. Вот, то есть получается, можно посмотреть в description к ролику ссылочку, если хотите там посмотреть баги, конечно же, вы их там не найдете, потому что, вы же понимаете, все. Ну, есть парочка, которые я знаю, но их я не буду говорить, чтобы было интересно, если вдруг кто-то решится посмотреть. Вот, то есть, ну вот тут описание какие-то есть, то есть как бы такое меню игры какое-то определенно. Тут у нас так можно сделать, у нас есть rules. Это, кстати, игра, да, Farkle, Zonk на русском языке, но Farkle называется кости. Но тут есть тоже небольшой, не то чтобы баг, а недоработка, это чуть-чуть не так, но это не страшно. То есть это все правильно, а вот тут чуть-чуть было. Мы закрыли глаза и сделали, еще этого нет. То есть сама игра выглядит вот так. То есть у вас есть как бы игрок, вот у него есть бонусы. Ну вот он может бросить кости, он может поставить на паузу, например. У нас есть звук, можно менять. Можно сказать, хочу домой. Он говорит, там, ну, такие картиночки красивенькие, панельки. Вот можно посмотреть эти rules. Да, то есть можно все-таки бросить наконец-то кости. Тут эффекты просто не сильно видны. Можно их возвращать на место. Все такое делать еще. Ну, надо знать правила, но по сути, то есть вы играете, как бы, так сказать, эти самые кости. Вот потом вот раунд закончился, следующий ход, следующий это бот. Ну вот ему выпало там сразу как бонус раунд, он может забрать все кости, что он, конечно же, и сделает. Вот тут очки считаются, вот это total, вот показывает, что происходит. Тут это у нас iteration score, вот, например, сейчас это 50, да? Стоп, это у него, да. Здесь получается, ну, вот, уехал, это его было, вот это мои round score, ну, вот этого чувачка. Вот, то есть, ну, вот как-то так она выглядит. Тут у нас total score, у нас несколько вариантов score, так сказать, несколько состояний, если кто заметил, из тестировщиков особенно, да, то есть сразу же, что есть состояние в игре, что как именно тестировать, должно было уже появиться в голове какие-то наброски. Вот, ну, посмотрим в следующей версии этого ролика, в следующей части. Ну, вот как и как это выглядит, как это возможно сделать ее, то, что я рассказывал, как это under the hood, так сказать. Есть Unity часть, вот это вот наша Unity часть, есть application side, называемый так, логика, которая создавалась через TDD, да, с помощью там, unit теста, покрыта unit тестами. Все, что синенькое, вот тут вот input boundary, это интерфейс, да, и вот здесь output boundary и mono behavior, вот эта часть, тоже здесь, сюда тоже пробрались unit тест, причем именно unit тест, а не integration. Как это было, мы сейчас это посмотрим. Суть какая? Unity site, вот эта часть, которая отображается, наше вот отображение, ну не вот это, вот это. Отображение, когда она запущена, игра. Вот здесь у нас есть события, которые могут прийти. Это либо нажатие на кнопку, либо нажатие, допустим, на саму кость. Да, есть класс, вот это как бы прослойка такая, то, что main. У нас там одной из целей было создать main application. Это main, вот это main behavior. Это у нас, вот тут у нас где-то он есть, это Unity Game. Вот этот вот Unity Game, это mono behavior, вот он. Вот, но он как бы создает логику, вот эта вот логика, это наш game, это основной класс логики, там есть, конечно, еще
Ну, вот это основное, да, он его создает, вот оно создается, подкидывает ему output boundary, по сути, это вот эту часть, он закидывает реализацию этого интерфейса в данной игре, да, на Unity стороне. Вот. И логика себе отрабатывает, к ней приходят события из Unity части, вот main подкидывает эти события в логику, она окей, отрабатывает, и выдает результат в boundary. Ну, она знает, как бы, интерфейс отдает, да, она знает, когда там что ей надо делать, это, потому что это логика. Ну вот, то есть как это в общем работает. Ну и да, вот эти части синенькие, опять же повторюсь, покрыты юнит-тестом. Давайте это посмотрим. Например, да, вот button. Вот у нас всю цепочку, как у нас button нажимается, клик попадает в этот monobehavior. Да? Идемте. Вот наша button. Например, roll button, с самого начала. Вот у нее это GameObject roll button. У нее есть такой обработчик onClick, да, и у нее есть скрипт, который отрабатывается при нажатии. Называется roll button script. Как бы промахнулся, но в общем это вот он. Все, что делает UI, то, о чем я говорил, что UI, третья цель, UI пассивный. То есть вот на него нажали, и он сказал вот этой вот игре, то есть этой вот boundary на данный момент, вообще вот по идее, по правильному, здесь должен быть написано интерфейс, в котором есть одна кнопка, вот это был бы интерфейс, и был бы roll button pressing, все, ничего больше в нем не было. И я бы так и сделал, но, к сожалению, Unity не дает возможности, во всяком случае, я не знаю такой возможности, как сделать, допустим, public интерфейс, поставить переменную интерфейса и потом, чтобы можно было как-то заассайнить какой-то компонент, какой-то monobehavior, который реализует такой интерфейс, и он бы как бы, ну, вот этот класс, данный roll button, видел бы только этот, ну, только интерфейс и ничего более. То есть как бы не был бы связан с самим классом Unity, например. Такого, к сожалению, сделать невозможно, поэтому пришлось сделать именно вот так, но тоже не страшно, не особо. По сути, эта кнопка должна, скрипт должен знать только вот в этом методе. Но, как бы, знает он обо всем Unity Game. Ну, вот такое дело, да. То есть это вот эта наша структурка. Вот она здесь. Когда нажимается, вот происходит, допустим, клик, отрабатывается вот это вот Unity Game, получает roll button pressed. Да. Вот этого значения. Мы идем, смотрим. Даже, наверное, можем сделать правильно. Вот. А что она делает? Она просто придает в логику, мол, у тебя тут roll событие произошло. Логика это стоит машина, и она в данный момент, то есть вы можете попытаться нажать как бы roll тогда, когда это сделать нельзя. Ну, во-первых, UI это будет disable, но вообще, допустим, вы там можете найти способ, как это сделать, все равно state машина отработает правильно, скажем так. То есть она не среагирует на это каким-то нестандартным образом, потому что это стоит машина. Это хорошая штука. Вот, то есть вот она переходит в game roll. И вот, то есть мы попали в button клик сюда, попали в main, она отдала логику. Делай, что ты сейчас делаешь в зависимости от того, какое у тебя состояние. Она делает game roll. Давайте посмотрим, что там происходит. Ну вот, она передает состоянию, это у нас стоит машина. Вот это вот. Она передает состояние roll. И вот в зависимости от какое сейчас вот это состояние, оно что-то делает. Да, в данном случае это будет, скорее всего, public start, бонус, roll dices. Она, скорее всего, отработает через roll dices. И она посмотрит, типа, был ли заплавлен там Joker бонус, это такое, да? Показать кости, которые выпали, и проверить на то, вообще, можно ли продолжить данную игру. Показать кости. Раунд сделали, кости сначала сгенерировались, потом в output в наш интерфейс закинули, обработать то, что мы тут заролили, так сказать. ID, сами кости, iteration number. Все. То есть игра свое отработала на данный момент. Это ушло вот сюда. Поднялось сюда через интерфейс. Она не знает, кто там, как это отрабатывает, что происходит. Вот. И вот этот monobehavior, вот наш красавец. Это у нас UI контроллер. Вот вообще он monobehavior. Вот тут он реализует это output boundary, то есть его подбрасываем мы его нашей логике, она кидает, оно здесь все отрабатывает. Да? Но здесь есть очень интересный момент. Вот этот. У нас есть своя логика, скажем так. UI controller logic. Выглядит он не самым, конечно, лучшим образом, но вот у него здесь интерфейсы. То есть я могу сделать, это не monobehavior, это не unit класс, это просто logic. То есть я могу сделать его тестовым, тестовую реализацию, все эти интерфейсы сделать через тестовые классы и подбросить ему. И потом тестировать, что, в общем-то, оно и сделано. Там, это есть.
выглядит так, это у нас в основном разделение на Player ID, ну, то есть по Player ID, то есть если это, допустим, игрок, значит, как за Disable, кстати, уже интересный момент, вот Hero UI, и вот оно то, что делает. Что, опять же, то, что мы повторяем, третья цель, это UI должен быть полностью пассивен, да? То есть вот что такое полностью пассивный UI, сейчас мы посмотрим, да, это интерфейс, сейчас мы не так. Это у нас идет из UI контроллера, это Hero Switcher, который вот он делает, Hero Handler интерфейс реализует. Все, что он делает, у него 4 метода. Это Enable God, Disable God, Enable Devil, Disable Devil. Enable тут через LinkedIn, через сторонний компонент, кстати, бесплатный, очень крутой. Но суть такая, что, в общем, он его enable делает. В принципе, могло быть там gameObject.setActiveTrue, например. Все что угодно. То есть ошибиться здесь можно. Нужно хорошо постараться, но можно. Как бы, но эта ошибка, ее, не нужно писать каких-то тестов автоматических на вот такой UI. То есть, если он такой простой, то в большинстве случаев, в подавляющем, если вы там адекватный человек, у вас тут ошибок таких не будет, каких-то жестоких, таких, которых вы не сможете долгое время найти или что-то такое. Все остальное, когда эту функцию вызвать, вот эта часть monobehavior вообще не знает, ей все равно. Она знает, что нужно сделать, когда эта функция вызвана. А когда это вызывается контроллером нашим, логикой которой покрыта тестами, которая в определенном состоянии говорит, ага, что в это состояние попал, будь добр, сделай там enable, там, вызови вот эту функцию, да, как бы, и там еще парочку вещей, которые мы там видели. Enable, disable этого выключи, этого включи, покажи вот эту кнопочку, покажи вот эту кнопочку, вот эту кнопочку покажи, и вот эту кнопочку покажи. Как бы, да, то есть вот все, что он говорит, то есть он логика управляет именно UI, что ему делать, а он знает, как ему сделать, покажи эту кнопку, там, может быть, эффект какой-то нужно добавить, еще что-то. Это все происходит, то есть очень круто, то есть в том смысле, что UI не содержит логики никакой. Вначале я просто несколько раз делал эту игру по-разному, так сказать. Это почему интересно было рассказать вот про этот вариант. Потому что очень намного легче стало. Очень хорошо. Потому что даже когда я не сразу начал использовать state-машину, даже когда я не использую еще state-машину, вернее, когда я уже начал использовать, но она еще была в monobehavior, то есть она не выделялась как бы отдельной логикой. Когда ты пытаешься что-то изменить, особенно были проблемы, когда тебе нужно задержку сделать в середине логики какой-то. То есть ты как-то вот пытаешься сделать задержку, отобразить панельку, потом подождать, или что, допустим, пользователь должен кликнуть куда-то, и потом продолжить. И когда ты начинаешь впиливать туда какой-нибудь там, или баг нашел, пытаешься его убрать, или какой-то чуть-чуть новый там бонус придумал, надо реализовать, ты вставляешь, все отваливается, там ломается, там ломается. Ну, то есть как это, знаете, такая песенка есть, там 99 багов в коде, 99 багов в коде, пофиксили 1, 117 багов в коде, 117 багов в коде. Вот это что-то очень похожее было. То есть просто потому, что проект стал больше, 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 не был разделен должным образом, и за счет того, что и в UI содержал логику, например, UI меня определял тогда, какой игрок сейчас активный, ага, это вот этот активный, значит, я должен сделать вот это, то есть enable, там, допустим, God, там, ага, это сейчас disabled надо сделать, то есть вот эта вот логика была как бы spree, да, как это, распределена по всем классам, которые только существовали. И, естественно, никаких тестов там не было. То есть, поменял что-то, и ты уже не уверен, оно там, то, что было раньше, вообще работает, или уже как бы все отвалилось. Что бывало не раз. Но сейчас как бы такого здесь уже нет. Да, давайте посмотрим. О, тесты, кстати, значит, тесты. Раннер у нас есть. Запустили все тесты, красавцы, 147 тестов, все пробежали. Допустим, какие самые интересные, которые мне нравятся, например, score calculation тест, то есть вычисление очков. Сам тест он один, да, то есть он делает так, у него есть статический класс score, которому говоришь, есть метод у него calculate, и передаешь ему лист дайсов. Собственно, все. И он вычисляет, какие из этих дайсов, какой скор относительно того, какие комбинации у нас есть, и возвращает дату. И потом сравниваем, что вот это равно score, то есть вот этому параметру. А этот параметр это вот здесь. Вот у меня такая большая объекта массива. 1500 это если у тебя вот там 3, 1, там, по-моему, последовательно, наверное. 3, 1, 2, 4, 5, 6. Да, последовательность у нас 1500 должна быть. Если у тебя все дайсы последовательно, ты должен получить скор 1500. Ну и вот такие вот какие-то варианты. Где-то какие-то части кости не участвуют, какие-то участвуют, они вперемешку все идут. И вот, тут достаточно. То есть я уверен, что скоро отрабатывается
скажем так, правильно. Кто найдет ошибку, вот пишите в комментарии, скажи: автор, ты лох, у тебя там баг, но, конечно, такого не будет. А вот ссылка там на это дело будет тоже в description. Вот. Или можете даже твит сказать, что я нашел баг, лошара. И скажу: ну да, лошара. Вот. Это у нас calculation тест. Ну еще, например, сам game тест, например, самого этого основного класса. Вот интересный момент. Создаю сразу генераторы. Что у нас здесь за генератор? У нас генератор костей, это вот этот dice генератор, это обычный C-шарповский. То есть он вот это вот у нас делает R&D при создании, там random инициализируем сам генератор, вернее random класс C-шарповский, да, и generate suit, количество, он там что-то генерирует, вот dice, random next. То есть это обычный C-шарповский рандомайзер, скажем так. То есть тут нет никаких подвохов, скажем так, что вот там бот лучше получает кости, хотя иногда это выглядит именно так, потому что C-шарповский какой-то генератор мне не сильно нравится. Ну, как бы какой есть. На самом деле можно реализовать любой. Вот здесь подбрасывается, то есть в принципе, если надо, то здесь можно заменить, либо здесь заменить генератор, либо можно поставить, допустим, там set генератор и по какому-то там событию, там, не знаю, если... Ну, отлично, sorry, как бы, ну, фигня случается, как говорится. Вот, то есть вы можете подбрасывать свои генераторы, если нужно там в какой-то момент подкорректировать кого-то, сказать: ах, ты вообще сейчас, там, скажем так, все честно. Вот. А вот в тестах, да, потому что тестировать, используя рандомайзер, это, конечно, невозможно. Ну, то есть вы же не знаете, как комбинация выглядит, правильно? То есть вы делаете генераторы, которые тестируемы. Кстати, так это тестируется, да. Так, когда мы будем разбирать, как тестировалось, мы будем именно так и делать. Выбрасывать, допустим, фарку генератор, делать, допустим, 3 раза фарков подряд, смотреть, что мы получили минус 500 очков за третий фарков, за четвертый минус там еще 500. Вот, то есть такие вот моменты, тут, кстати, где-то у меня это прописано здесь тоже. Да, вот, ну, вот там, return dice after roll. То есть мы вообще проверяем, что он возвращает какие-то dice. То есть делаем roll regular game, там есть метод, и ассертим определенные вещи. Iteration number, там проверяем, что тестовый dice равны генератор, который сгенерировал. Ну, вот, то есть что оно пробросило его, так сказать. То есть там, или вот roll 3 fark around. То есть там у меня метод, который делает 3 round, проверяет, что output, ну, то есть это наш интерфейс получил как параметр total score, и там минус 500. Допустим, если ты 4 делаешь 3 раза round, потом roll fark game отдельно, да, то есть получить четвертую, получается, должен получить минус 1000. Вот, он все это проверяет. То есть я знаю, что когда у меня будет 3 фаркла, они не обязательно будут подряд, они могут в любой момент. Проверка идет не то, что они подряд, не in a row, да, то есть не последовательно, просто вот, каждый четвертый, пятый, шестой будет на минус 500 давать. То есть вот проверяется как бы такой момент там. Ну, еще какие-то моменты. Но суть в том, что даже тоже когда такое было, что делаешь, сразу ты, ну, естественно, запускаешь игру, смотришь, какая-то там проблема. Видно, явная проблема. Ты думаешь: так, и вот уже привычка такая появилась, что это где-то в UI. То есть это где-то в каком-то monobehavior, потому что они там не полностью закрытые, скажем так, что там совсем-совсем, допустим, DICE behavior, который именно на DICE, он там много чего делает, но по-другому нельзя было. То есть там нельзя было вынести в логику какую-то часть и покрыть ее тестами, например. Приходилось делать через это. Все-таки есть, но это не UI, это как бы часть игры, скажем так. То есть частично логика просочилась в кости, например, в монобихейвере, но в подавляющем своем большинстве все сделано через этот самый, через тесты. Угу. Что еще интересного здесь есть? Ну, в общем-то, наверное, так и все. Как вывод, что ли. Можно сказать, что такой подход, вот такой подход, он очень хорошо реализуется в играх с интенсивной логикой. Ну, то есть вот здесь есть логика какая, там стоит машина, логика, да, и сверху UI там просто там саппорт, так сказать. Вот. Это в карточных играх, в кости, то есть, ну, это все казиношные игры, там, покер, который я очень люблю, там, или там, я не знаю, там, Blackjack, вот это, ну, все игры с картами, с костями, нарды, вот это вот все, оно очень хорошо таким образом можно быть реализовано. Настольные игры, вот Hearthstone, да, там, лучший, наверное, показатель в своем роде, board games, так называемые.
тоже отлично ляжет. Ну, допустим, в игре, где большое количество уровней, какой-нибудь матч 3, там, сокровище пиратов, сейчас какой-то есть там ВКонтакте. Да, то есть большое количество уровней, у вас есть какая-то логика игры, вот она вынесена, и потом только UI меняется. И вы в нужный момент, там, и, допустим, интерфейс из себе торчит, и вы какие-то методы можете даже не использовать, если вам в данном UI это не нужно, да, там, так вот, ну, как, может здесь какую-то сделать вариацию, там, у меня была тренировочная игра, когда ты один играешь, и просто у тебя 10 уровней, ты просто проходишь, ты, оттестируешь разные стратегии. Либо там, допустим, игра с ботом, или игра там по сети, например, да, то есть логика немножко изменится, там тоже чуть-чуть добавится юнит-теста, основа останется такой же, а вот output boundary ты можешь, ну, как бы, то, что у тебя он отправляет туда, все эти данные некоторым моментом тебе нужны, некоторые нет, в зависимости от UI, который у тебя, ты их используешь, либо нет. То есть, ну, супер, можно клепать эти уровни именно количеством. То есть у меня следующая игра 3D-шная, то есть ну, такой же подход может работать и будет, наверное, в 3D-шных играх, просто что там он немножко меняется. Да, там логика, она будет не вот такой вот как бы цельной частью, она скорее будет разбросана по этим вот, по кускам, хотя можно наверняка сделать контроллер. Я когда закончу, у меня там планируется много уровней, поэтому, скорее всего, я буду искать разные подходы. Если найду, какой будет оптимальный вариант, я, ну, может быть, тоже напишу ролик, но это, правда, будет не скоро. То есть следующий ролик это мы говорим о тестировании этой игры. Там уже более подробно на артефактах тестирования остановимся. Тестирование методы мануально. Автоматическое мы чуть-чуть зацепили здесь, получается. Ну, как бы юнит-тесты, надо помнить все-таки, что это инструмент. То есть, да, его можно использовать неправильно, либо там где-то неуместно, либо вообще не использовать. То есть дело ваше, но вот здесь они очень хорошо легли, просто ну, шикарно. На саму как бы покрыта логика и все. Ты не паришься, когда ты изменяешь что-то в логике, ты как минимум знаешь, поломал ты что-то предыдущее. Ну, на этом первая часть ролика закончена. Продолжение о том, как тестировать эту игру мануально следует. Там оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не сделали это по каким-то своим причинам. В description наверняка будет Skype, не Skype, а Twitter и сама ссылка на Open Beta игры. До новых встреч!